На что способен 918 Spider? В принципе, за то, что я сейчас сделал, меня могут посадить в тюрьму. Один большой фейл. Круто! Всем привет! Меня зовут Гурам, а вы смотрите канал DSC Off. В 2014 году мне повезло очутиться на закрытых тестах Porsche 918 Spider. Они проходили в Абу-Даби на треке Яс Марина Формула-1. Конечно, мне никто не позволил прокатиться за рулем. Максимум, что мне позволили, посидеть за рулем, потрогать это чудо и помечтать. Но теперь, в 2018 году, моя мечта может исполниться. Я все же прокачусь на 918. Вот так едет, вот так звучит, вот такие эмоции дарит актуальный гиперкар от Porsche 918 Spider. И почему он называется Spider, я думаю, что не нужно объяснять. В принципе, за то, что я сейчас сделал, меня могут посадить в тюрьму, а машину могут арестовать. Если вы превышаете более чем на 50 км в час актуальную скорость на конкретном участке дороги, вас не просто оштрафуют, у вас не просто изымут водительское удостоверение, арестуют сам автомобиль. «918 Spider» пришел на замену гиперкару Carrera GT. Я думаю, некоторые из вас помнят этот красивейший автомобиль, который имел формульный V10. Ну, не буквально формульный, но созданный по технологиям Формулы-1 того времени. Там было 612 атмосферных сил, машина была на механической коробке передач. Но давайте будем откровенными, она устарела. Потому что даже сама Формула-1 ушла сначала и от компоновки V10, потом и от компоновки V8, а сейчас там вообще применяются гибридные технологии. Гибридные технологии – это то, чем вдохновились инженеры Porsche, когда создавали силовую установку 918 Spider, поскольку здесь бензиновый мотор и два электродвигателя общей мощностью 887 лошадиных сил. Начнем рассказ с более привычного для нас, с более любимого для нас бензинового классического двигателя. Это V8 объемом 4,6 литра. Он очень похож на гоночные двигатели, хотя фактически не имеет ничего с ними общего. Он алюминиевый, он очень легкий, он крутится больше 9000 оборотов, а что самое главное, имеет очень высокую степень форсировки. С каждого литра рабочего объема снимается по 132 лошадиные силы. 132! Мы когда-то восхищались Honda S2000, которая выдавала 120 сил на литр объема, здесь 132. Бензиновый мотор выдает крутящий момент в 540 ньютон-метров. К сожалению, это обратная сторона высокой форсировки. Но, вы знаете, инженеры Porsche нашли решение этой проблемы. Электродвигатели, они способны выдавать крутящий момент в большом объеме и почти моментально. Поговорим про электродвигатели 918-го. Как я уже говорил, их тут два. Один стоит на передней оси и обеспечивает тягу на передних колесах. Что любопытно, после 265 км в час он перестает работать, и автомобиль становится фактически заднеприводным, но чуть менее мощным.
Второй электродвигатель трудится вместе с двигателем бензиновым и развивает примерно 150 лошадиных сил. Передний развивает примерно 130 лошадиных сил, плюс 608 бензиновых, и мы получаем волшебство, магию 887 сил. Shorty so high, she bought a pill, now she call it super life. Yeah. She want me come over, fuck her body, so she fuck me all the night. Но давайте меньше красивых слов, гибриды, электромоторы и больше конкретики. На что способен 918 Spider? Что могут подарить 887 лошадиных сил? Разгон до первой сотни занимает 2,6 секунды. Круто, безусловно, но также едет Turbo S, который стоит в 10 раз меньше. Самое интересное начинается дальше. Разгон от 100 до 200 км в час занимает 4,6 секунды. Это на уровне моего 950-сильного ГТР, который затюненный, перетюненный и который может сломаться в любой момент. Разгон от 0 до 300 км в час занимает чуть меньше 20 секунд. Но самое интересное, это результат на 1/4 мили. 9,7 секунды, и это в 2013 году с завода. Круто! В качестве коробки передач на этом автомобиле используется преселективный робот ПДК. В принципе, он один в один такой же, как на 911 Turbo, но компоновочно установлен по-другому. Он стоит вверх ногами. В остальном это все тот же неубиваемый, крепкий, надежный робот, за который мы так сильно полюбили 911 Turbo и Turbo S. Любопытно, что максимальная скорость 918-го 345 км в час. Не вау 345 км в час, а всего лишь. Чё так мало? Потому что вчера мы тестировали Chiron, на котором 420 км в час максимальной скорости. И если вы не смотрели этот тест, зайдите на канал и наслаждайтесь. Но не спешите, да и вообще не смейте судить 918 только лишь по максимальной скорости. Он не создавался для этого. Он создавался для того, чтобы получать удовольствие везде. Поверьте мне, этот автомобиль быстро по прямой. Он сумасшедше выглядит. Он может поехать быстро на треке, причем быстрее, чем Chiron. А самое главное, это история, традиции и гоночный экспириенс компании Porsche. Многие фанаты Porsche расстроились, когда узнали, что 918 будет гибридным. Почему? Потому что это дополнительная масса. Чтобы вы понимали, гибридная установка в этом автомобиле добавляет 300 килограмм. 300 – это очень много. Масса автомобиля полная составляет 1650 килограмм. Это непозволительно толсто для автомобиля, который претендует на конкуренцию с Ferrari LaFerrari, которая весит 1300, и с McLaren P1, который весит 1400. Но, как заявляют инженеры Porsche, без гибридной установки, только лишь на 608-сильном двигателе, машина была бы медленнее. И зная немцев, я не удивлюсь, если эти данные правдивы. Я не удивлюсь, если они создали 918 только лишь на двигателе внутреннего сгорания и сравнивали его везде, по прямой, на треке, и после этого приняли свое любимое прагматичное решение. 918 выпускался в двух версиях. Обычный, если так можно сказать про гиперкар стоимостью 1,5 миллиона евро и выше, и с пакетом Weissach. Что это такое? Пакет Weissach, помимо всего прочего, снижал массу автомобиля примерно на 40 килограмм. И знаете, сколько он стоил? 80 с лишним тысяч евро. Неплохой стимул для похудания, не так ли? Но на самом деле это не просто ниже масса. Это обилие карбона везде. Карбон тут, карбон снаружи. Везде, где только можно и где нельзя, карбон.
Повсеместное использование этого модного материала как раз и позволило снизить массу. Но на самом деле это не совсем так, поскольку они поработали даже с элементами подвески, чтобы снизить массу максимально возможно. И это дало свои плоды. 0,200 автомобиль с пакетом Weissach быстрее на 0,1 секунду, а вот 0,300 автомобиль с пакетом Weissach быстрее обычного 918 уже на целую секунду, а это уже заметно. В рассказе о 918 хочется упомянуть о разгоне. И вопрос даже не в цифрах. Ведь когда на автомобиле установлен подобный отжатый двигатель ДВС, то вы ожидаете от него полный провал на низких оборотах, поскольку он там, как правило, не едет, он оживает после 5000 оборотов. Но здесь, благодаря гибридной силовой установке, благодаря электромоторам, вы получаете тягу и незамедлительный разгон даже с низких оборотов. Это получается как-то фантастически. Это какое-то чудо. И после, чем выше вы разгоняетесь, чем выше идет стрелка тахометра, тем больше полномочий забирает на себя тот самый мотор, как раз оживающий в этом диапазоне. Что можно сказать про управляемость 918-го? Ребята, давайте так. Эта машина выезжала из 7 минут на северной петле еще до того, как это стало мейнстримом. 6,57 проехали на этом автомобиле в 2013 году. А выезд из 7 минут на северной петле – это как публикация о человеке в журнале Forbes. У вас может быть 1 миллиард или 100 миллиардов, но вы в любом случае завидный жених. То же самое с машинами. Нет машин, которые едут из 7 минут и управляются плохо. И здесь не нужно подтверждения моих слов. Гурам, а не хотите ли вы рассказать свои ощущения о салоне? Сейчас? А почему нет? А, хорошо. Во-первых, эти сиденья. Я понимаю, что это гиперкар. Я понимаю, что на нем нельзя перемещаться долго по 200, по 300 километров. Не для этого он создавался. Но в этих сиденьях, в этих ковшах не регулируется спинка. Максимум, на что вы способны, это придвинуться чуть ближе или чуть дальше от рулевой колонки. Все это в моем конкретном случае приводит к ноющим болям в спине. Это неудобно. Кроме того, здесь так же, как и в Широне, нет вентиляции сидений. А потеете вы здесь, поверьте, не меньше. «918 Спайдер» имеет возможность перемещаться только лишь на электротяге, как я вот прямо сейчас. Причем вы можете в таком режиме разогнаться до 100 км в час за 6 секунд и иметь максимальную скорость в 140 км в час. Но дальше включится двигатель внутреннего сгорания, и вы все же сожжете немного топлива. Но заехал я сюда с другой целью и совершенно по другой причине. На улице плюс 35, мой мозг вскипел. Я уже не могу перемещаться в такой жаре с открытой крышей. Надо что-то с этим делать. Ну что, вы хотите еще недостатков автомобиля за 1,7 миллиона евро? Ребята, это гиперкар. Я много раз говорил, что суперкары и гиперкары не обязаны быть удобными. Здесь очень широкий дверной проем. Да, он красивый, здесь карбон, но поверьте, вы будете его проклинать каждый раз, когда будете садиться и выходить из машины. Я вообще стараюсь лишний раз, сидя в 918-м, не выходить из тачки. Но сейчас это необходимо, поэтому наслаждайтесь. Чудеса гутоперчивости, и вы на улице. Так вот, где хранится складная крыша? Она хранится в багажном отделении спереди. Нужно его открыть, достать, правильно поставить и поехать. И перестать греться и перегреваться на этом лазурном солнышке.
You need to. Ага. Окей. Изнутри? Окей, show. Yeah, it's okay. No. I'm making something wrong, I suppose. Ну вот, все и получилось с первого раза. Легко. Вот другое дело. Поехали. Что-то не так. Какого хрена я вообще поставил эту крышу? Это же спайдер. Пускай уж лучше моя голова сгорит к чертовой матери, чем я испорчу последние часы на таком автомобиле с крышей. «918» выпускался в течение 2 лет, с 13 по 15 год, в количестве всего лишь 918 экземпляров. Символично, безусловно. Однако там были приключения. Куда-то пропало хваленное качество Porsche, и огромное количество из этих 918 моделей отзывали то по замене рычагов, то по замене ремней безопасности, то по замене фар. Было куча отзывных компаний. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! И все это, конечно же, немножко ударило по имиджу 918-го. Не очень приятно. Хотя, вы приезжаете к дилеру, и вам бесплатно меняют ту часть, которую завод считает дефективной. Но согласитесь, это уже немножко не то. А по твоему мнению, почему так произошло? Потому что когда делают гиперкары подобного уровня, применяют самые топовые технологии, которые, как правило, не отработаны на серийном производстве. Когда мы делаем 911, Panamera, Macan или Cayenne, это машины, которые идут в большую серию. По ним есть огромная статистика, и даже, кстати, по ним делают отзывные компании. А вот когда ты делаешь, по сути, штучный гиперкар, то по нему статистика появляется только после того, как машина уже попадает к клиентам и начинает ездить. Причем одна и та же машина может сломаться в Австралии, но не сломаться в России. Или наоборот, потому что влияет все. Микроклимат, температура воздуха, качество бензина, качество идиотов, которые сажают... Короче, ты понял. Подобный автомобиль в комплектации Вайса с таким пробегом, который здесь, кстати, составляет 1700 километров, стоит примерно 1,7 миллиона евро. Что примечательно, когда эти машины только выпустились, они стоили гораздо меньше. Это означает, что коллекционная стоимость автомобиля растет. Верный признак того, что машина получилась удачная. Это хорошо. Но, к сожалению, не купить эту машину, даже имея такое количество денег. Мало кто такие машины распродает. Живые, по крайней мере. Но что вы можете купить, имея 1,7 миллиона евро и не имея возможности купить 918? Есть только один способ узнать – обратиться к сайту Авто.ру. И давайте поставим задачу. Что если у нас есть 1,7 миллиона евро и хотим мы купить только лишь Porsche? Своей любимой подруге вы можете купить 718 Boxster, чтобы она могла ездить по лазурке с открытой крышей. И для Москвы, скажем, можете купить ей Panamera Turbo S. Гибридную, чтобы она хвасталась перед подругами. Своей маме вы можете купить Macan Turbo, своему отцу вы можете купить Cayenne Turbo. Для себя любимого вы можете купить Porsche GT3 для трека, 911 Turbo S для гонок по прямой, ну и, скажем, тот же дизельный Cayenne для поездок на рабочие встречи. И у вас еще останется на страховке, у вас останется на быть, и у вас останется для того, чтобы пожертвовать каналу DSC Off, хотя мы и не просим.
Как по мне, внешность 918 это удачное сочетание стиля, агрессии и скорости. Даже спустя 5 лет после выхода машина выглядит очень круто. Ну, конечно же, на нее не так сворачивают шеи, как на Chiron, по крайней мере на Лазурке, но тем не менее машина все еще привлекает очень много внимания, потому что здесь достаточно большое количество любопытных нюансов и деталей. Вот, например, эти колеса, которые выполнены из определенного сплава специально, чтобы снизить вес. Но это не самое интересное в этих колесах. Если мы посмотрим на колеса, то обратим внимание, что здесь применяется центральная гайка. Это решение, которое пришло к нам из автоспорта. Для чего это? Для того, чтобы процесс замены колеса происходил молниеносно. Вам не нужно закручивать 5 болтов или 5 гаек. У вас одна гайка на каждое колесо. Но если вы очень внимательный человек, то вы, наверное, заметили, что центральные гайки справа и слева отличаются по цвету. Справа они синие, слева они красные. Для чего это? Это вновь решение из автоспорта, чтобы механики понимали, какие колеса с какой стороны нужно устанавливать максимально быстро. Любопытно, что они решили применить это в, можно сказать, гражданском автомобиле. Может быть, это, конечно же, понты, а зная реалии, это правда понты, потому что далеко не каждый шиномонтаж имеет в своем оборудовании динамометрический ключ, с помощью которого нужно снимать и надевать эти колеса. То есть, если этого ключа нет, заменить колесо вам не удастся. Сори. Идем дальше. Мы видим обилие кислотного, ядовитого зеленого цвета. Это фирменный цвет для 918-го. Этот цвет прослеживается везде, на тормозных суппортах, в надписях, стрелка тахометра и много-много других элементов окрашены в этот запоминающийся яркий цвет. Кстати, о тормозах. Они здесь точно такие же, как на 911 Turbo S. 410 мм карбонокерамика. Тормозят очень сильно, впрочем, как и на Turbo S. Идем дальше. Около правой двери, пассажирской двери, мы видим лючок. И очевидно, что, наверное, это должен быть лючок бензобака. Но нет, здесь два лючка, так же, как и на Широне. Правда, в правый лючок вы не заливаете масло. Вы туда подсоединяете провод и заряжаете ваши аккумуляторы, которые питают электромоторы. А вот уже в левый лючок вы заливаете 98-й бензин, а лучше 100-й. Перемещаемся к задней части. Что мы видим? Здесь есть массивное антикрыло, которое имеет два положения, внизу и наверху, но в положении сверху она еще и меняет угол наклона на 12 градусов. Все это делается для того, чтобы скорость автомобиля была максимально высокой и максимально стабильной в поворотах или в различных других ситуациях. Также, когда вы смотрите на автомобиль сзади, вы не можете понять, что-то не так, чего-то здесь не хватает, а не хватает здесь выхлопных труб. Позже, когда вы поднимете свой взор, вы обратите внимание, что эти трубы находятся сверху. Посмотрите, какое оригинальное решение установки выхлопной системы. Вот! И знаете, чем это круто? Не тем, что машина дышит проще, не тем, что выхлопной тракт короче. Это круто тем, что выхлоп прямо у вашей головы. Вы слышите его так, как никогда. Но не спешите идеализировать 918. Здесь хватает недостатков. И один из основных, на мой субъективный взгляд, это звук выхлопной системы. Да, здесь практически гоночный V8. И V8 довольно трудно испортить с точки зрения выхлопной системы. Но тем не менее, я не могу назвать этот звук породистым. Я не могу сравнить этот звук со звуком, например, 458 Италия, где компоновочно двигатель очень похожий. Он гоночный, он злой, он военный, но он не очень красивый. Ну что, ребят, надеюсь, этот гиперкар от Porsche поправит один большой фейл, большой провал, отсутствие возможности на 911 Turbo посмотреть на свой мотор. Здесь-то он, наверное, открыт, здесь же он, наверное, не спрятан. Я хочу увидеть, как же выглядит сердце, которое выжимает с каждого литра объема 132 силы. Давайте посмотрим. Так. Все? Это все? Да даже в 911 Turbo вы можете больше увидеть. Там хотя бы вентиляторы видно.
у меня нет слов. Максимум, на что вы можете посмотреть детально, это горловина для заливки масла. Вот уж не думал, что в 918-м придется называть недостатком то, что вы не можете вновь посмотреть на свой мотор. Что это такое? Почему этот заговор начинает набирать обороты? Покажите нам наши моторы. Ну и, конечно же, невозможно остаться равнодушным к этому карбоновому великолепию в пакете Вайсах. Посмотрите просто, насколько круто, широко и мощно выглядит задняя часть автомобиля с этим пакетом. Ну, невозможно устоять, невозможно быть равнодушным. И, кстати, знаете, какой еще элемент является здесь однозначным элементом экстерьера? Номер. 918S. Разве можно было придумать круче номерной знак для этого автомобиля? На мой взгляд, точно нет. Пока наши подписчики и автолюбители со всего мира спорят, что же круче, Mercedes или BMW, мы хотим вам открыть истину. Круче всех получается VAG, Volkswagen. Они принимали участие в создании Chiron и в создании этого шедевра, этого произведения искусства 918 Spider. Однозначно с этого дня это один из самых моих любимых и ярких автомобилей. Один из самых ярких эпизодов, которые снимала команда DSCO. Этот звук, этот рев, это ускорение, этот вид надолго врезались в наши сердца. Спасибо за ваше внимание, спасибо за лайки и спасибо за комментарии. С вами был Гурам и до новых встреч. Кстати, чуть не забыл. Все уважают эту машину на дороге. Все машины, троллейбусы, автобусы, грузовики, все, кроме сумасшедших, абсолютно не подконтрольных мопедистов в Ницце. Они вырезают машину за 1,7 миллиона так, как будто это гребаный запорожец. Что, пригорело, да? Да!